Всем привет! Добро пожаловать на мой вязальный канал. Я к вам с новым мастер-классом на вот такую рубашку. Вяжется она сверху вниз японским плечом. Пряжу я использовала шнурковую. Это лен, и в составе еще 8% полиамида. Метраж пряжи 350 метров в 100 граммах. Но для такого изделия можно и другие виды пряжи, например, хлопок с льном, с небольшим процентом вискозы, хлопок с шелком, шелк с льном, или же использовать теплые виды пряжи, если есть такая потребность. Спицы я использовала 3,5 и 3. Моя плотность в лицевой глади в квадрате 10 на 10 сантиметров, 24 петли и 34 ряда. Размеры. Мой обхват груди 88 сантиметров и рост 167. Рубашка получилась свободная. Полуобхват в районе груди 50 сантиметров. Расстояние от самой высокой точки плеча и до низа 57 сантиметров. Высота проймы 22 сантиметра. Тело от подреза 32 сантиметра. Длина рукава 54. Ширина плеча 15 сантиметров и ширина горловины тоже 15 сантиметров. Высота разреза 8,5 сантиметров. Манжеты на рукавах по 3 сантиметра и ширина планки 3,5 и высота воротника 7. Пуговицы у меня 2 сантиметра в диаметре. Вес изделия с пуговицами у меня получился 562 грамма. Далее еще немного фото и видео примерки. И начнем вязать. Итак, начинаем наше вязание. Начнем со спинки по такой вот схеме. Наберем 29 петель обычным способом, расставим маркеры, чтобы сделать укороченные ряды и сделать углубление по горловине спинки. И будем в каждом втором ряду прибавлять по 2 петли. И таким образом 17 раз прибавим по 2 петли, получится 34 на плечевой скос. И когда уже эти будут набраны скосы, будет на спицах 97 петель. Вы, конечно, рассчитываете, какую вам нужна по вашей плотности ширину горловины. У меня 14-14,5 сантиметров вот этот участок по горловине спинки. Так как будет такое достаточно узкое у нас горлышко, чтобы хорошо лег воротник. Итак, начинаем вязать. Берем спицы 3,5 и обычным способом набираем 29 петель. Набрали 29 петель, и теперь нужно расставить маркеры. 3 петли крайний маркер, потом еще 2 и еще 2. Получается 6 маркеров, по 3 с каждой стороны. Так, расставили маркеры, и первый ряд будет, получается, изнаночный. Вяжем до первого маркера изнаночными петлями. Так, довязали до маркера, его снимаем
И теперь разворачиваемся удобным для вас способом, а я разворачиваюсь обвитием. Беру петлю, снимаю нитку, ниткой ее обвиваю вот так наперед. И теперь вяжем лицевой ряд, 3 петли и делаем прибавку. Вот такие вот петельки. Закидываем и затягиваем 2 петли. В каждом втором ряду получается по 2 петли. Это все равно, чтобы мы в каждом ряду прибавляли по одной. Теперь изнаночный ряд. Вот эту петлю аккуратно, она не закреплена, чтобы она не соскочила, осталась на спице. Вяжем изнаночный ряд до второго маркера. Так, здесь у нас обвитая петля. Закидываем ее на спицу и провязываем вместе с изнаночной. Так, и еще одна петля изнаночная, и дошли до второго маркера. Снимаем его и разворачиваемся. Вяжем лицевой ряд. И делаем прибавки. 2 петли. Вот так вот затягиваем. Помним, что это петля. Аккуратно снимаем ее, чтобы она не исчезла. Вяжем изнаночный ряд до третьего маркера. Так, тут у нас опять обвитая петля. Закидываем ее на спицу, провязываем вместе с изнаночной. Еще одна изнаночная и третий маркер. И последний разворот с этой стороны. Обвиваем петлю. И разворачиваемся. Вяжем так до конца и делаем прибавку. И дальше уже будем вязать в другую сторону. Покажу еще, как с этой стороны тут разворачиваться. Далее сделали еще 2 петли прибавки. И теперь вяжем изнаночные все петли, маркеры переснимаем. Вязали изнаночный ряд, пересняли маркеры. И в этом же ряду делаем 2 прибавки. Чтобы потом удобнее было снимать эти петли со спиц, можно развернуть в другую сторону петельку, чтобы вот так затягивать. То есть не вот в эту сторону, когда вот эта петля перекрывает нитку, а в другую сторону, чтобы она была наперед, эта нитка, как бы на изнаночную сторону выходила. Так, затягиваем. И теперь вяжем укороченные ряды по этой стороне. Только уже будем разворачиваться в лицевых рядах. Вяжем лицевыми. Довязали до маркера и разворачиваемся. Получается нитка за петлей, если вы тоже обвиваете, как я. Вяжем до конца ряда и делаем прибавки. Так, лицевой ряд. Вяжем все петли, подхватываем сейчас обвитую петлю
она. Точно так же закидываем ее на спицу и провязываем вместе с лицевой. И еще одна петля лицевая и опять разворот. Так, прибавка из 2 петель. И сейчас еще один маркер остался. Последний разворот. Обвитая петля. Закидываем на спицу. Провязываем вместе с лицевой. Все, последний маркер. Разворачиваемся. Все, укороченные ряды мы провязали. Вот такие вот уголочки у нас получились. И нужно теперь связать, чтобы на спицах было уже 97 петель. То есть на скос плечевой должно быть 34 петли. То есть нужно 17 раз прибавить. Здесь мы уже, получается, прибавили. Сколько? Уже 3 раза мы прибавили с одной стороны и с другой. И еще, получается, нужно 13 раз прибавить по 2 петли в каждом втором ряду. Провязали наши прибавки по скосу плеча. Здесь 34 петли. Если считать от горловины, то здесь 8,5 сантиметров получается 30 рядов. И теперь вяжем без прибавок и убавок, просто поворотным вязанием по прямой еще 40 рядов. Это плюс-минус 11-12 сантиметров. И далее уже будем делать прибавки по пройме. Провязали еще 40 рядов. От горловины спинки получается всего 70 рядов и 20 сантиметров. Здесь где-то 11,5-12 сантиметров. И начинаем делать прибавки, чтобы закруглить нашу пройму. Всего нужно будет сделать по 6 прибавок с каждой стороны в каждом втором ряду. Как делаем прибавку? Кромочную снимаем, лицевую провязываем и делаем накид. Справа накид так выглядит. Получается на себя. Вяжем все петли, не довязывая до конца 2 петли. Вторая прибавка. Накид получается в эту сторону. То есть не в эту, а вот так. И в изнаночном ряду провязываем эти накиды изнаночными скрещенными. Вот этот накид просто делаем изнаночную скрещенную петлю. И в конце так же самое. Всего получается нужно сделать по 6 прибавок. Это в каждом втором ряду получается еще 12 рядов нужно будет провязать. И уже начнем вязать наши полочки. Отвязали 12 рядов с прибавками, по 6 прибавок. И получается в рядах от горловины уже 82 ряда и в сантиметрах где-то 23,5. Теперь можно приступать к полочкам. Нитку можно обрезать на спинке, и я вот одела ниточку дополнительную. Так, начинаем с правой полочки. Берем крючок и будем прокладывать тут по этому
скосу тамбурный шов. Крючок у меня 3,5. И начинать нужно, лучше всего, конечно, посчитать вот эти лицевые дорожки, так, чтобы было 34. И начинаем вот возле ниточки, ну, где-то вот во вторую петельку от края. Берем нитку и вытягиваем. И будем таким образом прокладывать шов по вот этим вот лицевым дорожкам и отступать немножко от края. Это первая. Дальше вот вторая. И такими вот полустолбиками будем двигаться. Каждый раз в соседнюю лицевую дорожку вставляем крючок и вытягиваем петельку. И потом по этим петелькам будем поднимать полочку нашу. Вот такой вот шов получается. И так до конца прокладываем дорожку. Так, чтобы было 34 такие вот петельки. Итак, подняли 34 петли, полустолбика. И вот эта петелька уже одна у нас есть. Переснимаем ее на спицу. И дальше будем вытягивать из следующих, вот из таких вот дужек, получается верхних. Из них будем вытягивать петельки, чтобы уже вязать спицами. Так вот вытягиваем все петли. Можно, конечно, крючком вытянуть, кому как удобно. Можно сразу спицами. Так, вытягиваем так до конца. Подняли все петли на спицу. И это будет первый ряд. И в третьем ряду будем делать с одной стороны убавку, с другой стороны прибавку. Вяжем сейчас, получается, второй ряд изнаночный. И далее в лицевой я покажу, как убавлять. Так, сейчас будет третий ряд. С этой стороны, где у нас будет рукав, мы будем делать 2 убавки. Для того, чтобы вот этот уголок не был таким вот острым. Поэтому как делать убавку? Просто провязываем 2 вместе. Кромочную снимаем, 1 лицевая и 2 петли вместе с наклоном влево. Это в третьем ряду получается 1 убавка, и следующая будет в 7 ряду. А со стороны горловины нужно сделать будет прибавку. Прибавки точно такие же, как мы делали здесь для закругления проймы. То есть 1 лицевая, кромочная, 1 лицевая и накид. Всего получается нужно будет сделать по горловине в третьем ряду. Первая будет прибавка, далее еще 2 в каждом 4 ряду, потом еще 3 в каждом 2 ряду и еще 5 в каждом ряду, чтобы было такое закругление у нас полочки. И горловина переда была круглая. Итак, вяжем. Тут делаем прибавки, тут еще 1 убавку. Так, провязали 6 прибавок, 3 в каждом 4 ряду и еще 3 в каждом 2. Первая была в 3, далее 2 в каждом 4 и еще 3 в каждом 2. И теперь 5 прибавок в каждом ряду. То есть начинаем мы первую прибавку из этих 5 в изнаночном.
Кромочную снимаем, 1 изнаночная и накид. Накид делаем точно такой же, как у нас тут уже в предыдущем ряду мы делали, в эту же сторону. А этот провязываем изнаночной скрещенной. И еще 4 таких прибавки. Вяжем изнаночный и лицевой ряд. В лицевом ряду эта серия прибавок выглядит: сначала нужно провязать накид скрещенный лицевой и сделать новый, точно такой же. Это получается вторая уже прибавка из этих 5 и еще 3 прибавки в каждом ряду. Провязали все наши прибавки. Нитка у нас с этой стороны, поэтому вяжем все лицевые и здесь уже будем добирать петли для горловины. Провязали все лицевые и теперь нужно добрать будет петли для горловины. Каким образом? Значит, горловина спинки у нас 29 петель. Округлим до 30. 30 поделить на 2 это будет 15. У нас тут по сути прибавлено 3 и 5 это 11 прибавок. Но у нас есть здесь 2 убавки. Поэтому здесь, если 11 минус 2, получится 9. А нам нужно 15. Поэтому еще 6 петель нужно прибавить и плюс 4 петли для планки. То есть всего нужно прибавить 10 петель. Как мы будем прибавлять? С помощью крючка будем делать цепочку. Заворачиваем ниточку на спицу и с помощью крючка будем делать такой наборный край. И вот так вот, таким образом заворачиваем на спицу и с помощью крючка вытягиваем петли. Давайте еще раз покажу. Так, завернули, вставили крючок, вытянули петлю. Еще раз. Вытянули. Все время в одну сторону заворачивайте нитку и подхватываем крючком. Заворачиваем и подхватываем. И всего таких 10, вернее 9. 9 наберем, и вот эта петелька будет петелька 10-я. То есть нужно набрать всего таких 9. Уже я набрала 5, еще 4. Есть 9 набрали. И эту последнюю просто одеваем на спицу. Все. Добрали петли. И будем вязать планку. Планка у нас будет вязана полой резинкой, поэтому нужно удвоить для нее количество петель. Первый ряд у нас будет по изнанке, поэтому первая кромочная, дальше будет накид и лицевая. С помощью накидов будем удваивать. Всего для планки получается нужно 17 петель, по 8 петель на каждую сторону и 1 кромочная. Так, лицевая, накид,
И считаем, сколько уже у нас есть петель. Получается уже 5, а надо 17. И чередуем накид с лицевой. И вот 17 петля для нашей планки. Можно пересчитать. Да, 17. И дальше вяжем уже изнаночными петлями, потому что это у нас изнаночный ряд. Вяжем все петли до конца. И дальше свяжем еще лицевой до планки. Довязали лицевой ряд до планки. И здесь у нас изнаночная. Это первая петля планки, получается, по лицу. И как мы вяжем планку? Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. Что с лица, что с изнанки. Вот изнаночную сняли, лицевую провязываем. Изнаночные снимаем, нитка перед петлей, лицевой провязываем. И кромочную провязываем тоже лицевой. И в другую сторону точно так же. Только здесь мы начинаем с изнаночной после кромочной. Изнаночную снимаем, лицевой провязываем. Это уже получается третий ряд планки и вообще всего полотна. В каждом четвертом ряду нужно будет по планке делать дополнительные ряды укороченные, чтобы планка у нас не стягивала полотно. Заканчиваем вот лицевая. По изнаночной стороне у нас лицевая петля, последняя в планке. И дальше уже просто изнаночные петли. Провяжем этот ряд, потом еще один и сделаем укороченные ряды по планке. Так, четвертый ряд от начала вывязывания планки провязан. И теперь вяжем пятый и здесь развернемся, чтобы добавить ряды в планке. Вяжем как обычно, изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Так, есть. И разворачиваемся. Как мы уже разворачивались, когда вывязывали горловину по спинке, обвиваем петлю, вот эту изнаночную, и разворачиваемся, и вяжем еще раз по лицу и по изнанке нашу планку. Здесь изнаночную снимаем, получается так, ниточка тянется через 2 петли, и лицевую провязываем. И кромочную провязываем лицевой. Вяжем по изнанке и подхватим нашу обвитую петлю тут. Так, дошли до обвитой петли.
на спицу и провязываем вместе с изнаночной. Вот такие вот укороченные ряды нужно делать каждые 4 ряда лицевой глади вот тут, чтобы у нас все было ровно. И провяжем теперь изнаночный и лицевой ряд и начнем делать отверстие для пуговицы, потому что в этой полочке в правой как раз нужно делать отверстие. Итак, как мы будем делать отверстие? Значит, нужно поделить планку пополам. Кромочная не в счет. То есть получается у нас планка 17 петель, минус 1 это будет 16, поделить на 2 8. То есть нужно 8 петель провязать, а эти 8 оставить пока не провязанными. И будем разворачиваться, вывязывать сначала правую сторону отверстия, дальше дойдем сюда, обрежем нитку и будем вывязывать вторую половинку. Теперь вяжем 8 петель планки обычным способом, то есть изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Итак, 8 петель планки, и здесь еще 8 осталось, и кромочная. А теперь просто разворачиваемся и вяжем по изнанке. Вот эта петля, которая у нас была провязана лицевой, мы ее снимаем просто как кромочную. И вяжем лицевую, изнаночную снимаем. Вяжем еще изнаночный и лицевой ряд. Получается, мы уже провязали 1 и 2 ряда по планке. Всего нужно будет 6. Будет высота отверстия, это 6 рядов планки. Вяжем изнаночный и лицевой ряд до планки. Теперь третий ряд планки, чтобы вывязать отверстие. И разворачиваемся. И так совпадает, что нам нужно здесь сделать укороченный ряд, потому что уже 4 ряда есть вот этой лицевой глади. Поэтому вяжем 4-й ряд по планке и разворачиваемся. Эту петлю снимаем как кромочную и вяжем полую резинку. И опять обвиваем петлю. Вот предыдущая наша обвитая петля. И уже 3 есть. Поэтому вот в 4-м ряду мы разворачиваемся. И это уже будет, получается, 5-й ряд планки. Именно правой вот этой половинки. Есть 5-й, есть, и еще 6-й. И дальше еще будет 7-й ряд. И тогда мы обрежем нитку и приступим к этой половинке. Вяжем изнаночный ряд и лицевой. Итак, 7-й ряд по планке. Вот от начала вывязывания отверстия. 7-й ряд и обрезаем нитку, чтобы сюда ее переместить. Так, обрезали. Если боитесь обрезать, вдруг там нужно будет перевязать, можно ее не обрезать, просто сделать большую такую петельку, а потом уже ее спрятать. Обрезать и там завязать, спрятать в планку ниточки.
Ну, я обрезала, и теперь вяжем вторую половинку нашего отверстия. То есть тоже нужно провязать 6 рядов и 7, чтобы нитка была уже здесь, а 8 рядом мы уже объединим 2 половинки. Вот эту мы петлю снимаем как кромочную и вяжем лицевую. А дальше по схеме нашей изнаночную снимаем, лицевую провязываем. И кромочную как провязываем лицевой. Первый ряд готов планки, нужно провязать 6. И потом еще 7 ряд, то есть 7 рядов вяжем и дальше 8 рядом объединим. Так, я вяжу 6 ряд по планке. Хотела показать, что здесь лицевую я провязываю как лицевую, а в следующем ряду получается она снимается как кромочная. Так, и еще 7 ряд. Есть 2 половинки готовы, и теперь 8 рядом мы их объединяем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Здесь тоже лицевую провязываем, а здесь получается следующее, мы ее снимаем как изнаночную, ниточку подтягиваем и лицевую провязываем. И дальше уже пошли петли лицевой глади. Изнаночные и дальше лицевые будут. Вот такое вот отверстие получается. Ниточки можно потом вытянуть будет, где-то там завязать на узелочек. Это у меня отверстие для пуговицы где-то 2 сантиметра в диаметре. Вы смотрите, какие у вас пуговицы, может вам нужно сделать отверстие побольше или поменьше. И далее следующее отверстие будет у меня где-то через 8 сантиметров по планке 20 через 22 ряда. То есть 22 ряда вот так вот посчитали. Вот последние вот от этой петельки посчитали 22 ряда и делаем следующее отверстие. И не забываем, конечно же, делать укороченные ряды, потому что в планке у нас другая плотность, чем здесь, в основном полотне. Вяжем так, получается, от плечевого шва где-то 76 рядов. И дальше уже начнем делать закругление, такое же, как мы делали по спинке для проймы. Точно так же 12 рядов, получается с одной стороны 6 прибавок в каждом втором ряду. Итак, связала я правую полочку до подреза. Значит, от плечевого шва 76 рядов и далее еще 12 рядов с прибавками. 6 прибавок в каждом втором ряду. Итого получается 88 рядов. В сантиметрах это где-то 25-25,5 сантиметров. И здесь уже у меня 2 отверстия. Между ними расстояние 8 сантиметров и 22 ряда по планке. Отложили эту правую полочку. Видите, нитка сюда вышла у меня, то есть ряд закончился в правую сторону.
Я пересняла на нитку и связала левую полочку. По левой полочке все точно так же. Я набирала тамбурным швом с помощью крючка вот эти вот петли. Получается вот так в эту сторону поднимала от края, вот этой первой кромочной, 34. Далее подняла. И в третьем ряду у меня здесь прибавка первая и убавка с этой стороны. И далее получается в седьмом ряду вторая прибавка и здесь вторая убавка. Тут только 2 убавки, а дальше тут прибавки такие точно так же, как и здесь. То есть 3 прибавки в каждом 4-м ряду. Вот 1, 2, 3. И дальше 1, 2, 3 в каждом 2-м ряду. И еще 5 прибавок в каждом ряду. И здесь получается на 1 ряд больше, так как у нас все-таки зеркальные планки. То есть я тут сделала последнюю прибавку, потом ряд в эту сторону и еще один. Получается плюс 1 ряд дополнительный, как больше, чем здесь. И здесь опять добрала для планки. Только планка здесь, понятное дело, тоже симметричная. То есть кромочная и первая лицевая. А здесь мы вязали, получается, первая изнаночная. Тоже 17 петель планки, но без отверстий. И точно так же укороченными рядами я добавляла по планке ряды, чтобы планка не стягивала полотно. И опять же тут 88 рядов, прибавки для закругления. И получается эту нитку мы оставляем и будем опять, получается, вязать эту полочку и уже объединим все детали. То есть левая полочка, спинка, правая полочка. И сразу все будем вязать. Что нужно? Нужно вот это вот то, что мы переснимали, вернуть обратно на спицы. То есть здесь спинку одеть и дальше правую полочку. И делать будем подрезы. Пересняли все детали на спицы. И начинаем с левой полочки. Петли планки. Провязали петли левой полочки. И теперь доберем петли. Будем делать подрез из 9 петель. И одну, получается, пустим на имитацию шва. Добираем так же, как мы добирали по скосам, вот такой вот петелькой. 9 петель таких. Все, есть. И потом в следующем ряду получается здесь 4, должно быть 4 лицевых, так же как полотно основное, и одна будет изнаночная, как будто бы шов. С другой стороны точно такой же подрез, 9 петель, и будем вязать уже все цельным полотном, не забывая делать отверстия на нужном нам расстоянии и укороченные ряды в планке. Каждые 4 ряда по лицевой глади нужно делать укороченные ряды в планке. Вы, конечно, смотрите по вашей плотности, может у вас немножко другой шаг, например, через каждых 6 рядов или там еще какое-то расстояние. У меня по моей пряже именно так нужно в каждом 4-м ряду. И всего отверстий у меня будет 5, и после 5-го отверстия будем делать разрезы по бокам. Провязали мы до момента, где нужно делать уже разрез. А вот как выглядит подрез. Изнаночная петля имитирует шов. Здесь от подреза получается 79 рядов и 22,5 сантиметра. И теперь нужно будет каждую деталь опять вязать отдельно. То есть левую полочку сначала свяжем, потом спинку и правую полочку. И начинаем, получается, все петли вяжем.
не довязывая до шва. Здесь 4 лицевые петли. Из них будем делать такой край разреза. Тоже будет в виде полой резинки. Вяжем все петли до вот этого вот места. Итак, довязали до этого места 4 лицевые, и получается здесь 1 изнаночная. Из нее мы будем делать 2 кромочные. Одну для одной полочки и вторую для спинки уже. Так, что делаем дальше? Будем удваивать количество петель с помощью накидов. Берем, делаем накид, дальше лицевая, накид, лицевая, и таким образом всего 4 накида. Есть. И будем дальше вязать уже это полой резинкой. Здесь получается у нас 1 петля, но нужно сделать 2. Поэтому вот из этой вот предыдущей петли в нижнем ряду мы просто сделаем кромочную. Все. И теперь вяжем в другую сторону. Кромочная. Снимается. Изнаночную мы с ней тоже переснимаем. А накиды будем провязывать скрещенными лицевыми. Это может быть не очень удобно, но это только 4 таких петли. Так, вот такие вот будут у нас лицевые. Дальше опять изнаночная снимается. Опять провязываем лицевую скрещенную. Так, изнаночную снимаем. И еще одну изнаночную. Все. Это будут наши петли по краю полотна. Дальше вяжем просто все изнаночные. Вяжем планку, как обычно. И лицевые. Опять до вот этой вот мини-планки. Это получается планка в 2 раза уже, чем вот это наша основная, где у нас будут пуговицы. Эта планка получается по разрезу. Дошли опять до планки разреза. И здесь, как и в обычной планке, мы действуем так же. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. И получается всего петель тут планки 9. Получается 4 с одной стороны, 4 с другой и 1 кромочная. Здесь уже можно, в принципе, вот эту часть уже как-то переснять, чтобы удобнее было вязать. Потому что сначала вяжется только вот эта деталь поворотными рядами до нужной длины. Где-то 13-15 рядов по планке. Здесь тоже, в этой планке, тоже не забываем, что нужно делать укороченные ряды в каждом 4-м ряду лицевой глади, чтобы тоже не было стянуто, как здесь. Вот. Вяжем, и в конце еще покажу, как оформлять край. Итак, провязали по планке 15 рядов, а по основному полотну лицевой глади 20 рядов. Это плюс-минус 6 сантиметров. И теперь нужно взять спицы на полразмера меньше. Если у меня 3,5, то я беру номер 3. И далее будем делать такой подгиб в виде полой резинки. То есть основную планку вяжем как вязали,
А здесь уже будем по лицевой глади прибавлять петли. Так, вяжем. Переходим на спицы поменьше. Вяжем планку. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Так, изнаночную снимаем и дальше лицевую провязываем и делаем накид. И так до следующей планки. Лицевую и накид, лицевую, накид. И потом, получается, в изнаночном ряду мы будем провязывать эти накиды скрещенными петлями. Вяжем так до нашего разреза. Так, довязываем петли до разреза, вернее до планки по разрезу. И последний накид получается перед вот этой лицевой, которую мы обычно обвиваем, чтобы сделать укороченные ряды. Есть. И дальше обычные петли планки. Изнаночная снимается, лицевая провязывается. И кромочная. Все, перешли на спицы номер 3. Следующий ряд вяжем так же, как мы вязали, когда прибавляли петли по планке. Здесь как обычно, а вот тут, где накиды, мы будем провязывать скрещенными лицевыми, а изнаночные просто переснимать. Вяжем сначала петли планки. Так, все, дошли до основного полотна. Изнаночную снимаем и лицевую провязываем скрещенной, вернее вот этот накид провязываем лицевой скрещенной. Изнаночную снимаем, лицевая скрещенная. И так до конца. И таким образом удвоится у нас здесь полотно, вот как здесь мы удвоили. И нужно будет провязать полой резинкой где-то 16 рядов, то есть 8 рядов с одной стороны и 8 с другой. И дальше уже закроем край. Итак, левая полочка я закончила уже, закрыла петли, провязала 16 рядов, 8 с одной стороны и 8 с другой получается, и закрыла обычной протяжкой по изнанке, и получился вот такой вот край. Здесь можно варьировать, как вы хотите, высоту этого разреза. У меня приблизительно 8 сантиметров, а сам вот этот вот подгиб где-то 2,5. Можно сделать выше разрез, например, можно сделать спинку длиннее, чем вперед. В общем, это на ваш вкус. И сейчас покажу, как же закрывать. Это очень просто. Можно спицами, можно крючком. Получается, провязали 16 рядов полой резинки на спицах номер 3. Здесь уже мы не делали никакие укороченные ряды, просто вязали все полотно одинаково. И покажу, как закрыть и сделать такой край. Так, первая петля, просто переснимаем. Дальше у нас идет изнаночная и лицевая. Они повернуты сюда, в эту сторону, поэтому начинаем с лицевой, провязываем 2 вместе и перекидываем правую петлю на левую. И дальше таким способом все петли провязываем 2 вместе и закрываем. Очень просто. Я решила уже тут не усложнять,
не сшивать иглой и так дальше. Мне нравится, какой получается край, как будто бы не обработанный. Необработанный край. Так, просто 2 вместе. Вот так вот заводим спицу по лицевую и провязываем 2 вместе. Это если они у вас смотрят в эту сторону. Если они смотрят в другую, то можно или повернуть, или начинать с лицевой вместе вывязывать. Или если, например, у вас первая от кромочной была лицевая петля, а дальше изнаночная, то тогда можно повернуть и тоже вязать по 2 вместе. Очень просто. 2 вместе и закрываем. И так до конца. И дальше уже будем вязать левую полочку. Свяжем ее аналогично, как мы вязали спинку. И вернее, это правая полочка. Вот получается вот эта петля из шва, которая, она у нас будет закромочная. И с этой стороны получается кромочная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И таким образом плюс 4 накида, чтобы у нас была здесь полая резинка. Эти накиды в следующем ряду уже будут лицевые скрещенные. И будет... Можно, конечно, сделать не такую широкую планку здесь, можно поуже. Вы смотрите, как вам больше нравится. И когда уже закончим, тут, кстати, отверстие последнее, 5-е будет для пуговицы. Оно как будто бы на уровне с началом вывязывания разрезов. Когда уже закончим, можно будет приступать уже к другим деталям рубашки. Закончили и правую полочку тоже, вот последнее отверстие. И закрыли здесь обычной протяжкой. Так, теперь уже можно приступать к рукавам. Я уже один рукав вывязала. Сейчас покажу, как набирать. Берем короткие спицы 3,5 круговые. И будем сейчас поднимать петли по пройме. Здесь только в районе подреза у нас все просто. Дальше будет шаг, получается, из 2 кромочных 3 петли поднять. Вот они, кромочные. А здесь начинаем вот с этого шва. У нас тут получается, как будто бы есть 2 петли. 1 и 2. Вот эта 2 у нас будет первая петля начала ряда. Так, берем нитку и сразу же на спицу будем поднимать петли. Вот из каждой получается такой вот петли. У нас на подрез было 9 петель, а так получится 10, потому что из изнаночной мы вывяжем 2. Будет 10 петель на подрез. Так, 3, 4, 5. Это петли подреза. И дальше у нас уже идут кромочные. Вот кромочная. И межкромочная такая у нас перемычка тут. Вот. Между кромочными тоже вытягиваем петлю. И опять кромочная. Следующая кромочная. Межкромочная. Нужно ее найти.
межкромочная и кромочная. И с таким шагом поднимаем все петли по пройме. Здесь везде у нас кромочная, кроме подреза. Давайте еще раз. Кромочная. Дальше ищем между кромочными. Тут чуть-чуть подтягиваем следующую кромочную. И вот здесь можно увидеть такую ножку. Вставляем туда спицу и поднимаем петлю. И еще раз кромочная. Получается из двух кромочных по 3 петли. Вот они отдельно. Поднимаем так все петли. И дальше уже будем вязать дальше. Так, подняли все петли на спицы. И теперь нужно расставить маркеры, чтобы вывязать окат рукава. Тут, конечно, все приблизительно. Нужно найти вот эту вот головку рукава. То есть сложить пройму пополам и отметить двумя маркерами вот это вот самый короткий участок головки рукава. У меня это один маркер напротив последней убавки здесь по краю. Потом 20 рядов я отсчитала и поставила второй маркер. Получается 14 петель у меня головка рукава. И по сантиметрам у меня окат должен быть 7 сантиметров. Это у меня 24 ряда. Значит, нужно по 12 маркеров с каждой стороны расставить, чтобы вывязывать укороченными рядами. Следующие два маркера нужно поставить от подреза 2 маркера. То есть подрез не будет входить в укороченные ряды. То есть отмеряем 5 петель подреза и ставим маркер. 1 и 5 петель с другой стороны. Второй. Есть. По 2 маркера уже с каждой стороны у нас есть. И теперь нужно еще равномерно поставить по 10 маркеров с каждой стороны между этими маркерами, чтобы было по 12. Здесь нужно просто посчитать, сколько у вас с одной стороны и с другой вот этих вот петель и поделить ровно на, чтобы можно было расставить 10 маркеров. То есть это на 11 отрезков. Может быть где-то плюс-минус петля, то есть не обязательно, чтобы были они одинаковые. Может быть 4 петли, 5 петель, отрезки. Главное, чтобы были более-менее равномерно. То есть 10 маркеров здесь нужно расставить и 10 здесь. Расставляем, считаем, сколько у вас здесь петель и делим. Итак, расставили маркеры. У меня получились интервалы кое-где 4 петли, а в некоторых местах и по 5 петель. По 12 маркеров. И теперь нужно вязать укороченными рядами. Начинаем вот начало. Нужно провязать все маркеры, вот эти 12 штук, переснять. Потом провязать вот этот участок, что 14 петель у нас. И до этого маркера вяжем. И тут уже будем разворачиваться. И вот так вот до каждого маркера вязать и маркера снимать, пока все маркеры у нас не закончатся. Получается 24 ряда по 12 точек разворота с каждой стороны. Вяжем и будем переснимать маркеры. Так, довязали до маркера. Вот наша головка рукава. И этот маркер мы снимаем и разворачиваемся. И теперь вяжем до следующего маркера. И так вот все маркеры, пока не закончатся. Дальше уже после этого просто по кругу вяжем рукав.
Всего получается от подреза я провязала 150 рядов и делала убавки в каждом четвертом ряду парные, то есть с двух сторон, вот по 2 вместе. Тут получается из этой изнаночной 2 петли, и по краям вот этих 2 петель я провязывала по 2 вместе. Всего получается 27 раз, 27 парных убавок. И потом еще какое-то расстояние провязала по прямой, уже без убавок. И в 151 ряду я равномерно убавила 16 петель в одном ряду. То есть 2 петли, 2 вместе, 2 петли, 2 вместе. И таким образом 16 петель я убавила. И закончила таким же подгибом, как и по низу тела. Еще покажу, как по кругу это все сделать. Но в принципе тут все просто. Вяжем рукав и покажу, как еще манжет. В сантиметрах эти 150 рядов у меня получается 44 сантиметра до манжета. Ну и манжет где-то 2,5. 151 ряд. Берем спицы на пол размера меньше, номер 3. И будем в 151 ряду делать 16 убавлений. У меня здесь на спицах 64 петли. То есть я посчитала, что 16 убавок это нужно провязать 2 лицевые и 2 вместе. И таким образом убавлять 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 2 вместе. И одновременно переходим на спицы, которые у меня с длинной леской, чтобы можно было делать Magic Loop. Берем, просто вяжем половину петель и потом вытягивать будем петлю лески. Просто 1, 2 и 2 вместе провязываем. И в одном ряду получается сократим на 16 петель. Так, сократила я 8 петель и вытягиваю спицу. И вяжу вторую половину, тоже еще 8 убавок. Довязала я 151 ряд. И вот что получается. С одной стороны петля, с другой стороны спицы. Так вот, подтягиваем, а вторую спицу вытягиваем. И теперь будем вязать манжет полой резинкой. Но сначала нужно удвоить количество петель. То есть вяжем каким образом? Лицевая накид, лицевая накид. И весь ряд так вяжем. Лицевая и накид. Здесь дошли до половины, провязали лицевую, и накид получается уже здесь делаем, чтобы не потерять его. И дальше вяжем также лицевая накид, лицевая накид. И в конце мы закончим тоже накидом. Заканчиваем подготовительный ряд, и получается еще один накид после лицевой. И вот это будет наша первая петля ряда. Дальше вяжем обычной полой резинкой. Только в круговом вязании нужно чередовать. В одном ряду мы вяжем все лицевые, а изнаночные снимаем, а в другом ряду вяжем изнаночные, а лицевые снимаем. И нужно будет провязать 18 рядов такой полой резинки. Первый ряд, получается, мы лицевые снимаем, а изнаночные провязываем. Только нужно провязать вот эти накиды скрещенными изнаночными, чтобы они так чуть-чуть подстянули полотно.
Вот лицевую снимаем, нитка за петлей, а изнаночные провязываем скрещенные. Это только в этом ряду. Дальше просто обычные будут изнаночные. Вяжем так ряд первый. Лицевые снимаем, изнаночные провязываем. Итак, почти готов первый ряд с изнаночными скрещенными. Тут у нас еще получается накид вот этот. И сразу же начало следующего ряда. Нужно для удобства провязать этот накид и поставить на этой спице. Вот так, чтобы начинать всегда с нового ряда. Теперь следующий ряд нужно вязать все лицевые, а изнаночные снимать. И таким образом чередуются ряды. И дальше уже нужно будет просто закрыть, только закрывать будем по лицу изнаночными петлями. Но я еще покажу это. Вяжем пока полую резинку 18 рядов, то есть 9 рядов с одной стороны лицевых рядов получается, и 9 лицевых рядов с изнанки будет видно, так чтобы удобно было считать. Итак, провязали полой резинкой 18 рядов. Вот 9 здесь и 9 с этой стороны. И теперь нужно закрыть петли. Первую петлю просто переснимаем, а дальше 2 вместе провязываем изнаночной и перекидываем правую петлю на левую. И далее опять 2 вместе изнаночной и закрываем петли. Две вместе и закрываем. И получается такой вот край. Вот так вот. И покажу еще, как соединить, чтобы было незаметно. В конце у нас остается одна петля. Мы ее просто провязываем как изнаночную. И закрываем. Все, ниточку можно обрезать. И вытянуть. А теперь с помощью крючка возьмем, соединим. Вот вставляем в первую вот эту косичку, вытягиваем нитку. И с последней косичкой, которая у нас получилась, соединяем вот так. И можно еще раз, чтобы получился похожий рисунок. Все. И дальше эту ниточку уже можно спрятать в эту полую резинку. Все, вяжем рукав. Один и второй вяжутся они одинаково. И дальше уже будем делать воротник. Итак, готовы рукава. И приступаем к воротнику. Берем спицы номер 3, то есть на пол размера меньше, чем для основного полотна. И будем здесь поднимать петли, чтобы вязать ложную петлевку. Берем нитку и вот с первой же вот этой петли, она вроде как
кромочная для края, но также она идет и наверх. Вот отсюда будем вытягивать первую петлю. И есть. Одна петля получится с этой стороны, и нам надо будет еще с этой стороны будем добавлять накиды. То есть вытягиваем одну петлю, накид, одна петля, накид. И так будет у нас для полой резинки петли. Так, есть одна петля, накид. Дальше в следующую. Здесь, где у нас планка для пуговиц, 8 таких вот петель длинненьких. Из них из каждой получается по одной на лицевую сторону и по одной на изнаночную. То есть вот у нас из одной петли получилось 2. Дальше вытягиваем еще одну и опять накид. Не забываем все время накид делать. Так, сколько уже у нас тут есть? 7, еще одну. Есть. Получается уже 16 у нас петель из планки для пуговиц. И теперь у нас пойдут кромочные. Из кромочных таким же шагом делаем, как мы набирали для рукавов. То есть из 2 кромочных 3 петли. Но в этом случае получается 6, потому что еще накиды. Кромочная, накид. Дальше между кромочными вытянуть петлю. Так, опять накид и опять кромочная. И после каждой петли нужно делать накид. Так, и тут получается до спинки с таким шагом двигаемся. 2 кромочные, из каждых 2 кромочных 3 петли. С накидами получается 6. Кромочная, накид, межкромочная, накид и опять кромочная. И так до спинки. По спинке из каждой петли получается, с каждой вот этой косички лицевая накид, лицевая накид. То есть точно так же, как по планке для пуговиц. И дальше опять пойдут у нас кромочные по горловине переда. Здесь опять из 2 кромочных нужно сделать 6 петель с накидами. И далее опять точно так же. Так, подняли петли по горловине и последняя петля накид, чтобы было парное количество у нас. И теперь в другую сторону вяжем вот этот накид. Можно его в другую сторону сделать вот так. Оставляем накид обязательно. И теперь вяжем просто полой резинкой. То есть изнаночные снимаем, а лицевые у нас тут в этом случае были наши накиды, лицевые провязываем. Так вот, получается накид остался на спице, и изнаночную снимаем, а лицевую провязываем. И вяжем такую стоечку, 4 ряда, то есть 2 ряда по изнанке и 2 ряда по лицу. У нас будет высота этой стоечки. То есть вот это получается у нас первый ряд
по изнанке, и второй будет уже по лицу. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. И во втором ряду точно так же будем действовать. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. И готов первый ряд стоечки. И последняя петля, она будет как кромочная. Я в изнаночном ряду вяжу ее изнаночной. В принципе, можно и лицевой. Главное, чтобы все потом петли выглядели лицевыми. И это был первый ряд, и еще 3 ряда. И дальше уже будем делать основную часть воротника. Готовы наши 4 ряда по горловине. И теперь нужно частично закрыть петли. У нас планка, ширина планки 8 петель, поэтому нужно половинку этой планки закрыть. Получается, нужно закрыть 4 раза по 2 петли. То есть провязать их вместе и закрыть. Это у нас получается 5-й ряд сейчас будет по изнаночной стороне. Нужно 2 вместе. Провязываем 2 вместе изнаночной. Далее следующие 2 вместе изнаночной. И закрываем, как мы уже закрывали. Так, это уже получается у нас 4 петли закрыто, и еще 4 нужно закрыть. Провязываем опять 2 вместе изнаночные и перекидываем правую петлю на левую. И еще один раз. И теперь получается, эта петля у нас будет останется кромочной. Дальше 4 петли мы вяжем как обычно полой резинкой, то есть лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Это будет 4 петли у нас получается край воротника, такой край, чтобы не заворачивался. И дальше нужно провязать по 2 вместе, чтобы сократить количество петель и вязать просто уже лицевой гладью, а не полой резинкой. Получается, это у нас изнаночная сторона, но так как воротник у нас будет на эту сторону, значит здесь нужно лицевыми петлями вязать. Поэтому вяжем по 2 вместе лицевыми. Для этого нужно развернуть петли, чтобы они не были перекрещенные. И вяжем по 2 вместе. И таким образом сокращаем в 2 раза на этом участке количество петель. Провязываем по 2 вместе до планки. А от планки уже посмотрим, как дальше действовать. Так, довязали до планки, чуть-чуть тут провязали по планке, и тут осталось на второй спице 12 петель. Провязываем их точно так же, как вязали раньше, то есть лицевую провязываем, изнаночную снимаем, а закрывать будем уже в следующем ряду. То есть тут получается на 1 ряд будет больше. Довязываем ряд до конца. Кромочную, изнаночный. Так. И теперь закрываем уже с этой стороны. 4 пары по 2 петли и оставим еще также полую резинку для края воротника.
Здесь нужно развернуть. Так, провязываем 2 вместе. Лицевой. И следующие 2 вместе лицевой и закрываем. И еще одну пару вместе. Так, есть. И вот у нас остались петли для нашей полой резинки по краю. Тут лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Есть. Все. А теперь вяжем все петли по рисунку. То есть здесь изнаночные. И в следующем ряду будут лицевые. А здесь вяжем по краю, получается планка у нас полая резинка из 5 петель. То есть 1 кромочная и получается 2 петли будет видно с лица и 2 петли с изнанки. И вяжем воротник нужной нам длины. Не забываем, что как и здесь мы вывязывали планку, здесь тоже нужно будет укороченные ряды делать каждый 4-й ряд в лицевой глади. И также нужно еще делать прибавки. Я буду делать прибавки в каждом 4-м ряду, чтобы воротничок был более такой острый. Итак, готов воротник. После вот этой полой резинки на спицах номер 3,5 отвязано 21 ряд лицевой глади. И здесь, конечно же, тоже полая резинка. И есть прибавки. В каждом 4-м ряду я прибавляла. Делала просто накиды и в следующем ряду провязывала их скрещенными петлями. Всего получается 5 раз прибавлено с одной стороны и с другой. И здесь, как и по низу изделия, я сделала такой подгиб и закрыла все петли обычной протяжкой, просто изнаночными. Закрывала я по изнанке, получается. Точно так же, как и по низу, я вязала вот эту вот часть на спицах номер 3, то есть на полразмера меньше. И длина этого воротничка от вот этой ложной кетлевки где-то 7,5 сантиметров. Здесь получается полой резинки провязано 4 ряда, то есть 2 с одной стороны и 2 с другой. Все, воротник готов. И вот уже готовая рубашка. Я стирала ее вручную, отжимала в стиральной машине. Пуговицы пришивала той же нитью, что и вязала. Только я этот шнурок распустила, чтобы была тоненькая ниточка. Но если вязать, например, не из шнурковой пряжи, а из обычной, то тоже можно расслоить нить и взять ее какую-то часть, только тоненькую ниточку, чтобы было удобно продеть в иголку и в эти дырочки пуговицы. Кончики все было здесь легко прятать, потому что здесь все полая резинка. И здесь тоже по воротнику. Только здесь в районе подрезов нужно было прятать в полотно. Ну, здесь можно в шов, например, и здесь тоже. Вот. Можно, конечно, еще при желании добавить карманов. Это уже дело вкуса. А так я очень довольна результатом. Надеюсь, и у вас все получится. И это изделие будет вас радовать.
Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите. Буду еще для вас стараться. Всем желаю легких петелек, вдохновения. Вяжите с удовольствием. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.